Что у нас сейчас происходит на процессе? Государственное обвинение в значительной степени снизило объем вмененного в вину нашим подзащитным якобы похищенной нефти. Значит, с чем это связано? Их просто во время судебного следствия защита поймала за руку на вранье, которое заключается в обвинительном заключении, связанное прежде всего с чем? Например, Томскнефти было приписано около 20 миллионов тонн, которые они вообще никогда не добывали. Соответственно, так вот позориться перед наблюдателями, перед свидетелями, перед людьми, которые присутствуют на процессе, перед судом, им не захотелось. Кроме того, примерно в объеме, я сейчас, цифры надо проверить, конечно, в огромном количестве, я бы сказал так, следствие вменило в вину, что пластовую жидкость, которую следователи взяли, посчитали как нефть, отправленную на экспорт, и в результате получили гигантские размеры якобы похищенной нефти. То есть, вот если присутствовали на процессе, здесь были профессионалы-нефтяники, которые говорили о том, что значительная часть воды, добываемой из недр, приходится закачивать внутрь, обратно в скважину для воспроизводства соответствующего процесса. Вот доблестные исследователи эту воду взяли, сказали, что это нефть, умножили на стоимость нефти и получили совершенно фантастические цифры. Вот, значит, вот с этим мы сейчас столкнулись. Обвинение вынуждено было для того, чтобы, уж не позориться уж совсем на 110%, сделать несколько шагов назад. Правда, несколько шагов они назад сделали, но почему-то уперлись в непонятную стенку, потому что, по моим подсчетам, на сегодняшний день объем вмененной в вину нефти, якобы похищенной, уменьшился в 2 раза. Сумма ущерба уменьшилась примерно на процентов, наверное, на 20. Вот эту вот пропорцию предстоит нам еще понять, она не до конца ясна, но поскольку арифметика у наших оппонентов, она достаточно оригинальная, то мы, собственно, и не сильно удивляемся. И третье, на что я хотел обратить внимание, что для нас также удивительно, что вот на вчерашний день, сегодняшний еще следует понять, потому что господин Шохин, вы слышали, скороговоркой рассказывает, и тут не то что понять, а просто услышать его достаточно проблематично. Объем вмененного в вину якобы легализованных денежных средств, он остался прежним. Вот. Я объясняю для себя это так. За те 2 недели, которые они пытались скорректировать обвинение, им 2 недели хватило на то, чтобы разобраться с нефтью, немножко разобраться с ущербом, а когда они дошли до легализации, времени уже закончилось, и поэтому пришлось идти в прение и рассказывать вот эту ерунду, потому что вы понимаете, если объем похищенного в 2 раза сократился, значит, должен корректироваться объем легализованного. Вот на сегодняшний день этого не произошло. Я уж не говорю о том, что они изначально легализованные считают по принципу 40 и 40, рубль 40. То есть, если привести пример, вот что такое легализация, каждый из нас представляет. Если украл человек 3 копейки, положил их в сейф, на следующий день дал кому-то взаймы, а после этого на 3 копейки что-то купил, то легализуется 3 копейки. В нашем обвинении, вот если просто на уровне 3 копеек считать, у них получается 15, потому что они берут 3, прибавляют 3, прибавляют 3, прибавляют 3, и вот каждая такая финансовая операция, она в итоге дает какие-то фантастические совершенно размеры легализованные, которых просто в природе не существует. Вот, видимо, у них до этого просто руки не дошли, и как они там представляют себе эту картину, я пока не очень представляю. А сегодня Шохин сейчас еще сказал о том, что снижается рыночная стоимость нефти, вот у Томскнефти, с 12 до 3 миллиардов. Это вот о чем речь? Это как раз связано с тем, о чем я вам уже говорил. О том, что за один из периодов было приписано Томскнефти, что они якобы добыли 29 миллионов тонн. Соответственно, добыли в понимании обвинений, значит, украли. И потом, когда пришли представители Томскнефти, они сказали: ребят, да нам и в страшном сне не снилось, мы максимум добывали 11 миллионов тонн. Эти документы были представлены, соответственно, суду, и позориться вот таким образом, о чем я сказал, они не захотели. Это поэтому они сначала оговорились об объеме, а сейчас они оговорились о размере.
Вот с А этим. еще вот показания свидетелей Рыбина оглашали, вызвало такое веселье в зале. С чем вы это объясняете? Я это объясняю тем, что, как это говорится, смеяться право не грешно над тем, что кажется смешно. Это сказали до меня классики, и, видимо, народ со мной солидарен, поскольку это вызвало просто хохот, те вещи, которые он говорил. Понимаете, комментировать это достаточно сложно, поскольку здесь женщины присутствуют. Но тем не менее, гособвинение принимает во внимание показания этого свидетеля. А им ничего другого не остается. Вот таких вот свидетелей, я прилагательные все убираю, да, их 2,5 человека. И вот они вот этих 2,5 человек будут пихать всюду, либо извращать показания других людей. Применительно к одной из женщин, выступавших на процессе, мы уже убедились в том, что они просто переврали ее показания своими словами, сказав, что по их, в их понимании они говорили. Либо это просто элементарные подписанты, мы не спорим с тем, что приходили люди, подписывали договора, там, значит, порой не вдаваясь в подробности. Вот они это воспринимают на щит и, соответственно, размахивают руками. Ах, она подставная, ах, она фиктивная. Хотя в западной практике это очень широко распространено, да и в нашей. Это есть разные термины: секретарские компании, полочные компании и так далее. Это инструмент бизнеса. Для этого я взял и учредил какую-то компанию, там, пригласил кого-то из директоров, это все известно и хорошо. Но в понимании нашей Генеральной прокуратуры это жуткий криминал. Вот, что делать? Вот такое их понимание нашего бизнеса. Спасибо.